Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Знакома ли вам ситуация, когда вы собирались начать что-то делать, но не находили времени или сил? Бывало ли, что вы не решались на что-то и в результате откладывали все в длинный ящик? И тогда ваши стремления и новые достижения превращались просто в дальние мечты. Поль Брек, известный американский борец за здоровый образ жизни, сказал по этому поводу, что причиной нашей нерешительности является просто-напросто плохая привычка. В данном случае привычка все откладывать. Потому что тело не может думать за нас. И только усилием разума можно преодолеть дурные привычки, за которые так сильно держится наше бессловесное тело. Поэтому, советовал Поль Брек, если мы хотим действительно обладать сверхэнергией, сильным здоровьем и крепкими нервами, все, чем можно гордиться, нужно уже сегодня вводить новую привычку, работать с природой, а не против нее. Привычки, как известно, могут быть хорошими и плохими. И те, и другие требуют времени. По наблюдениям примерно от 20 дней до 30. С разницей лишь в том, что плохие привычки укореняются быстрее и действуют губительнее для вашего здоровья. Одним из известных примеров вреда плохой привычки является эксперимент, который недавно провел над собой американский режиссер Морган Сперлок. В течение 30 дней Морган решил питаться только в Макдональдсе и не заниматься спортом. В свои 33 года Морган был здоровым и стройным. Его вес составлял 84 килограмма при росте 1,88 м. В результате такого образа жизни уже через 30 дней он набрал 11 килограмм. У него начались перепады настроения и поражение печени. Для того, чтобы сбросить этот вес, ему понадобилось 14 месяцев усилий над собой. Задумайтесь на минутку над этой статистикой. 14 месяцев формирования новой привычки для того, чтобы искоренить привычку 30 дней. Поэтому лучше всего вспомнить о том хорошем, что вы уже давно собирались сделать и начать практиковать в течение следующих 30 дней. В помощь нам социологи составили список самых распространенных привычек, которые люди пытаются внедрить в свою жизнь, но очень часто забывают. Возможно, в этом списке вы узнаете и свои давние намерения. Первое место в этом списке занимает это изучение иностранного языка. Затем люди планируют заниматься спортом, научиться танцевать, просыпаться раньше на час обычного, есть здоровую пищу, открыть для себя новое увлечение или хобби, написать книгу, перестать жаловаться, каждую неделю узнавать что-то новое. Попробуйте сделать хоть один пункт в течение 30 дней, и вы удивитесь результатом. Это войдет в вашу привычку, и вы будете удивляться, почему не сделали этого раньше. Заканчивая программу, хочу напомнить, что следующие 30 дней пройдут очень быстро, нравится вам это или нет. Так почему бы не вспомнить о чем-то, что вы всегда хотели сделать, и начать делать это уже сегодня. Удачи вам в этом! Будьте счастливы сегодня и всегда!